Всем привет! В последних сериях по сборке Джулии, вы, наверное, все думали, что на этом все и закончится. Но, как видите, машина немножко преобразилась и спереди, и сейчас я покажу, что происходит сзади. Сзади еще все в процессе, и началось все с одной небольшой детали, которая уже установлена. Это оригинальный спойлер от GTA M. Так получилось, что абсолютно случайно я наткнулся на него. Это спойлер с одной из тестовых машин. Не исключено, что именно к этому спойлеру прикасался тестовый гонщик. А все мы знаем, что у Альфы тестовый гонщик — это Кими Райконен. То есть не исключено, что он его точно так же гладил, как я его теперь глажу. В общем, все началось с покупки этого спойлера. Он был с крышкой, но эта крышка не та, которая с ним шла. Эту крышку я отдельно купил. По крышке я вам потом отдельно покажу. Мы переместимся в гараж, где она лежит. Почему я поставил другую крышку? Потому что на ней сохранилась оригинальная надпись Giulia GTI M, и мне не хотелось, честно говоря, ее портить. Будет как история. Может быть, я потом захочу от этого всего избавиться, и у меня будет доказательство, что это все оригинальные запчасти. Как наверняка все видели, что есть уже копии этих спойлеров, но это оригинальная запчасть с одной из тестовых машин. Машина была белая, и большинство видео в интернете, которые встречаются с Джулиями GTM тестовыми, они все белые. То есть здесь уже совпадение. В общем, установив этот спойлер, я понял, что, конечно же, с серой машиной он смотрится, мягко скажем, колхозно. Поэтому было решено ее преобразить немножко снаружи. Я добавил эту полосу. О ней я расскажу, думаю, там, в одной из следующих серий. И спустя какое-то время от того же продавца мне пришло сообщение с предложением купить задний бампер от GTA M. Задний бампер шел с заводскими накладками на арки. Пойдемте, я вам покажу по заднему бамперу и поднимем машину, посмотрим выхлоп. Так, вот накладки, о которых я говорил, оригинальные GTA M. Тут есть даже серийники. Что интересно, то на диффузоре, вот на вот этих накладочках, там сзади написано TS2, то есть, скорее всего, это с какой-то из, наверняка со второй тестовой машины. Доподлинно неизвестно, но, скорее всего, это так. Эти накладки пока что не получилось поставить по причине того, что сзади они каким-то образом, пока неизвестны мне, крепятся на болтовые соединения. Причем, что по каталогам крыло GTA M такое же, как крыло обычное Quadrifoglio. То есть с этим еще предстоит разобраться. И сам диффузор, естественно, карбоновый, естественно, с центральным выхлопом. Серийный номер у него тоже что-то там около 502 или 503. То есть это все первые единицы, которые были поставлены на GTA M. Под него уже, как я говорил, сварен выхлоп. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит. И он полностью становится на обычный бампер от Giulia Quadrifoglio. То есть у меня еще в гараже, мы поедем потом посмотрим, лежит бампер новый от GTA M. Он там немножко отличается, есть отверстие вот под вот эти два болта. А так он точно такой же. То есть диффузор стал, выхлоп сварен, сейчас посмотрим. И потом в конце уже увидим, как это все дело смотрится вместе. Мы в гараже. Итак, это крышка с Giulia GTA M, которую я купил вместе со спойлером. Она наверняка снята с одной из тестовых машин, которые все видели на YouTube. Она именно этого белого цвета. На ней сохранилась оригинальная надпись GTA M. И именно по этой причине я решил оставить ее в том виде, в котором она есть. Потому что это все-таки, как минимум, интересная вещь. Не каждый день удается достать такие редкие запчасти. Все-таки именно GTA M выпущено было 500, будет точнее, и может быть там с десяток тестовых машин был. Она немножко повреждена, то есть тут видно какие-то
Не знаю, что они с ней делали там во время транспортировки, ее немножко побили. Но, тем не менее, вот она останется в таком виде, как есть. И, как видите, сзади меня лежит моя старая крышка. Я ее тоже решил не резать, потому что для установки спойлера от GTM нужно было вырезать вот эти 4 большие дырки, которые есть на этой крышке. А эту крышку я решил оставить такой, какая она была. Если я вдруг решу вернуть заводской вид машины, я просто открутил 4 болта, поставил ее, настроил по зазорам, и машина стала такой же. Следующая запчасть — это бампер, который был с диффузором, который вы уже видели, для которого я варю выхлоп. И он интересен тем, что похоже, я не утверждаю, но похоже, что на нем как раз подгоняли вот эти накладки на арки. Вот эти накладки на арки. Почему я так решил? Потому что здесь они, во-первых, подрезали его немного. И вот эти отверстия, они явно не выглядят как заводские. То есть на них есть заусинцы, и видно, что их сверлили. Ну, естественно, оно все подходит под эту накладку. И еще одна деталь, что он черный, он не крашеный. А такие черные детали использовались в основном на машинах, которые были в камуфляже. Опять же, все видели наверняка фотографии первых GTA-эмок, которые фотографировали где-то на трассах. Они были все в этом черно-белом камуфляже. И, возможно, это один из них. И из-за того, что задний диффузор у GTA-M под центральный выхлоп, мне пришлось сварить пока что кастомный выхлоп. Возможно, потом когда-нибудь удастся раздобыть оригинальный Акрапович, который стоит на GTA-M-ках. Но пока что сварен такой выхлоп. Так, как видите, это полностью кастомная система, сварена под эту машину с сохранением заводского функционала перекрытия заслонок. То есть это идет прямая труба, если мы в режиме рейс или в D, но едем динамично, и обычный заглушенный выхлоп, если мы едем в обычном режиме. Опять же, как я всегда старался делать, это полностью съемная деталь, то есть она сделана на заводских хомутах, и заводской глушитель остался отдельно. То есть если мне эта штука вся надоест, я ее просто 2 болта открутил, все кронштейны заводские использованы здесь, то есть никакого колхоза. Вот этот кронштейн, все полностью завод. То есть если когда-то мне захочется вернуть оригинальный вид квадрифолио, разобрали, сняли, поставили старый. Отдельно хочу сказать, что это, наверное, пока первая серия из серии преображения ее в GTA-M, ну, по крайней мере, внешне. Внутренне тоже будет, но потом. Сейчас мы переместимся в гараж, я вам покажу еще одну интересную запчасть, которую мне удалось достать. И я думаю, именно этой запчастью вот эта реплика, назовем ее GTA-M, будет отличаться от всех остальных, которые будут пытаться повторить вид GTA-M. Но конкретно в моей машине, ну, я думаю, это, если не одна в мире будет, то их несколько в мире будет, вот с той запчастью, которую сейчас мы увидим в гараже. И теперь самое интересное. Это такая небольшая интрижка была. Это диски, которые стоят, конечно же, на GTA-M с центральной гайкой. Опять же, я не знаю, стояли они где-то. По внешнему виду они вроде как новые, но, может быть, они покрашенные. Не скажу точно. По крайней мере, по покрытию не видно, что это какое-то колхозное покрытие, там порошок, или это именно напыление. Состояние у дисков, ну, как вы сами видите, идеальное. И под эти диски есть 4 ступицы, тоже с центральными гайками. Все ступицы, они разные. То есть передняя, задняя разная, и левые, правые, задние. Каждая гайка закручивается в свою сторону.
Единственное, чего не хватает, это здесь в гайке идет еще стопор и колпачок. Это будет куплено новым отдельно. Как я говорил раньше, о дисках будет отдельная серия, как я их устанавливаю, получится вообще это или не получится. Но вот такая интересная покупка у меня получилась. Это довольно редкая вещь. Ну, сами по себе диски с центральной гайкой — это редкая вещь, а тем более с Джулии. Эти диски 20 радиуса, ширина передних 9,5, задних 10,5, то есть чуть больше, чем оригинальные диски. И на них стоит резина сзади 285/30, спереди 265/30. То есть передок они на 2 сантиметра шире сделали. А задок точно такой же, только увеличился радиус. То есть Giulia GTAM, она получается где-то на 1,5 выше, чем Giulia Quadrifoglio. Вот. Что тут предстоит сделать? Во-первых, поменять ступицы, подобрать резину сюда. Пока что я куплю какую-нибудь простенькую, чтобы просто поставить, посмотреть, как оно по вылету, ничего ли нигде не задевает. А потом уже буду искать такие же Michelin, как были с завода. И надеюсь, оно все станет и будет красиво. А теперь перенесемся в гараж, и я покажу, что в итоге получилось сделать с задним бампером и с тем выхлопом, который сварен. И как вы видели, именно диски, которые куплены с GTAM, это оригинальные диски, которые, опять же, стояли на какой-то тестовой машине, и наверняка на ней ездил один из тестовых пилотов. Именно диски позволят сказать, что это полноценная GTAM, ну точнее копия GTAM, конечно же. Это не одна из тех 500 машин, которые были выпущены, и тем более она в сером цвете. GTAM не было, но по крайней мере это правильная копия, то есть все построено на ОМных запчастях, никакого колхоза, все снимается и ставится обратно, все защиты, которые стояли с завода, они будут продолжать на ней стоять. Единственное, что под колеса будут, как я там показывал, поменены ступицы, опять же, на ОМные заводские, и поставлены расширители, и под эти расширители будут поменены подкрылки, потому что с расширителями арка шире, и те колеса, я пока точно не знаю, но скорее всего они чуть будут выпирать. Посмотрим по поводу установки колес, это будет отдельная серия, потому что мне еще нужно найти резину на них, собрать их, попробовать поставить ступицы, подходят, не подходят. Много еще работы. Об этом всем я расскажу в последующих сериях. На сегодня хочу сказать, что наверняка будут те, кто против таких переделок, кто-то за, но лично мне кажется, что машина, которая была спасена из-под пресса, из-под разборки, в принципе, имеет право быть одной из самых красивых, а GTAM, хотя изначально GTAM мне не очень нравился, но сейчас я уже присмотрелся, считаю, что она выглядит очень классно, как для своего класса. В следующих сериях я расскажу об остальных запчастях, которые, надеюсь, мне удастся достать от GTAM, чтобы полностью завершить ее внешний, может быть, частично внутренний вид. И, конечно же, пишите свое мнение. Опять же, я знаю, что кому-то это зайдет, кому-то это нет. Всем отвечу. Буду рад комментариям. Спасибо за просмотр. Пока.